Amperfect. 1С паблишинг и студия Amperfect представляют. Борис Батыршин. Мартовские колокола. Часть первая. Гимназический вальс или игра в одни ворота. Глава первая. Осенний день был чудесен. Нежаркое сентябрьское солнышко щадило затянутых в сукно и толстую кожу людей. Короткий, теплый еще дождик прибил пыль, поднятую лошадиными копытами. Воздух над полями и невысоким, увенчанным сосновым бором откосом был прозрачен, как наилучший хрусталь. А потому издали можно было различить и шитье на офицерских мундирах, и императорские вензеля на ташках гусар, и латунные кокарды и киверов. Правда, время от времени ряды войск затягивала сплошная ватная пелена порохового дыма, а уж когда стреляли двухфунтовки, стоящие у самого моста, дымные столбы вылетали из их жерл на много метров вперед, закрывая от наблюдателей все. И сдвоенные ряды парижских волонтеров в нарочитых обносках и революционных треуголках, и разворачивающихся на фоне горящих исп кирасиров, и серых с красным гусар третьего полка, стоявших где-то на дальнем от ручья фланге возле редких кустов тальника. «Агуш конвенсью марш!» «Изменить направление налево», французский. Неровная линия кавалеристов в серых с красными шнурами на ментиках принялась разворачиваться влево. Крайний высокий худощавый, единственный, чей мундир был украшен серебряным шитьем, обернулся, привстав на стременах. От стоящей вдали группы всадников скакал адъютант в роскошном белом кальбаке, военный головной убор, шапка из медвежьего меха на жесткой кожаной основе, и голубом ментике, отороченном белым же мехом. На скаку он махал рукой в сторону русских позиций и неразборчиво кричал. Всадник в серебряном шитье, видимо офицер, командир небольшого отряда, поморщился и повернулся к гусарам. «Сери вурош, препер пур шарж, сплотить ряды, приготовиться к атаке», французский. По серой с красным шеренге прошло шевеление. Верховые принимали влево, сокращая интервалы. Малое время спустя они уже стояли колено к колену, выжидающе поглядывая на офицера. Лишь один, правофланговый, боролся с заигравшей не кстати кобылой. Та мотала головой и дергала повод. Всадник шипел и нехорошо ругался. «Сабрамен, портивуз арм! Сабли в руку, на плечо!» Французский. Залязгало. Высверками вылетели из ножен и легли на плечи клинки. Одна-две лошади испуганно дернулись, но остались в строю. Адъютант подлетел к офицеру и, наклонившись, принялся что-то говорить. В стороне как раз бабахнула двухфунтовка, и лошадь адъютанта, присев на зады, резко отпрянула от источника звука. Тот еле удержался в седле. Гусарский офицер кивнул, опустил руку с саблей к стремени и слегка приподнялся в седле. «Утро марш! Рысью марш!» Французский. Шеренга двинулась. Гусары по-прежнему держали сабли у плеча. Впрочем, кое-кто взял клинок перед собой наискось конской гривы, что, похоже, было против правил. Офицер недовольно покосился на нарушителей, но удержался от замечания. Кони шли ровно, всадники держались колено к колену, лишь игривая рыжая правофлангового мотала головой, норовя вырваться из строя вперед. «У галоп марш!» «Галопом марш!» Французский. Ухнуло. Пехотинцу, стоящему крайним в небольшой группе, мимо которой как раз проходили гусары, показалось, что под ним дрогнула земля. Солдат поспешно шагнул в сторону, серомундирная шеренга прянула, стремительно теряя стройность. Несколько всадников, в том числе крайний гусар на рыжей кобыле, сразу вырвались вперед. Кто на полкорпуса, а кто и на целый лошадиный корпус. «Шарж! В атаку!» Французский. Сабли разом взлетели. Серые не крутили ими по казачьи над головой, а вытянули вперед, подобно копьям, между лошадиными ушами. Клинки они держали плашмя, обратив кисти пальцами вниз. Впереди, рукой подать, колыхалась буро-сизая масса крестьян в суконных армяках, обшитых мехом безрукавках.
Среди моря бесформенных шапок виднелись кое-где кивера и папахи с ополченскими крестами. Навстречу гусарам качнулся чистокол двурогих свежеобструганных вил, кос, насаженных торчком. Замелькали в толпе топоры на длинных на манер алебард древках. Из толпы партизан ударил выстрел, другой, но это не могло уже остановить стремительного наката серо-алых. Почти достигнув щетины выставленных навстречу острий, верховые приняли влево и уже по одному поскакали в круговую, обтекая партизан. Те, сбившись в плотную группу, напоминали теперь сердитого ежа. Гусары, кружась вокруг этой колючей массы, с замаха рубили по выставленным древкам, летели щепки. «Ну вот, судари мои, они и попались», — довольно проворчал Корф и повернулся к молчащим в седлах кавалергардам. Скользнув взглядом по всадникам, барон незаметно со стороны дернул щекой. Масти коней были разнобойные, положенной полку вороной не было вовсе. За шеренгой статных молодцов в черных кирасах и белых мундирах стоял ряд черных с серебром александрийцев. А красиво, черт возьми! Нет, жаль все же, что кони не в масть. «Вахмистр!» От шеренги гусара отделился невысокий крепкий унтер, ладно сидящий на вороной лошади. Барон вновь поморщился. И лошадь, и всадник были явно не гусарских статей. Эдакому молодцу служить бы в драгунах. Впрочем, напомнил себе Корф, не надо судить строго. Вечно я забываю, что тут правила иные. Эти люди хоть и стараются изо всех сил, но подбирать людей и лошадей по росту и статям позволить себе никак не могут. Да и зачем это, если вдуматься? Вот что, голубчик, а подрежьте-ка вы серым гусарам хвосты и нас заодно фланкируете. Унтер кивнул, вскинув пальцы к козырьку, крутанул лошадь и вернулся к своим гусарам. Барон недоуменно нахмурился. Сколько ни напоминай себе, а вбитая годами строевой службы не вытравить самовнушением. Если же нижний чин едет верхом на заузданной лошади, то есть поводья в обеих руках, то для отдания чести правую руку не прикладывает к головному убору, а лишь поворачивает голову к начальнику и провожает его глазами. В.В. Крестовский. Книжка для молодых солдат кавалерии и казаков. СПБ, 1887 год. Конечно, на войне подобным придиркам не место, но мероприятие, на котором он сейчас находился, с чистой совестью можно назвать маневрами. А уж на маневрах-то сам Бог велел требовать от нижних чинов строгого следования уставу. Ну вот опять, какой к свиньям устав? Он остался в 130 годах, в прошлом. «Сабли вон! Рысью марш!» Эх, трубача нет! А без него что за кавалерийская атака? Никакого шика. По правилам сейчас следовало трубить к галопу, а потом марш, марш и строй, равняйсь. Эскадрон, подняв палаши, пускает в карьер. Усатые унтеры следят, чтобы кавалеристы на правом фланге не отпускали особенно поводов, ибо опытом доказано, что левый фланг не успеет скакать за правым, ежели он и пустит без всякой сноровки. Серые увидели угрозу и начали поворачивать навстречу. Поздно. Гусары не успели не то что разогнаться навстречу кавалергардам, а даже не смогли сплотить ровной линии. К тому же партизаны, воодушевленные помощью, сломали своего ежа и кинулись отбивать остановившихся гусар от строя, окружая их вопящей толпой, ощетиненной вилами и косами. Французы, попавшие в середину таких группок, крутились на месте, ловко отмахивая саблями тянущиеся со всех сторон дреколья. Однако 2/3 серых все же успели сбиться вместе и встретить атаку лицом к лицу. В последний момент они даже слегка разрядили строй, и тяжелые кавалеристы, картинно работая на публику, гребенкой прошли сквозь гусар, залязгали клинки, и барон краем глаза увидел, как черно-серебряные александрийцы поскакали в обхват, прижимая серых к нестройной массе партизан, на вилы, на косы, на разгром.